Приветствую вас на канале Техревизор. Небольшой рейтинг для тех, кто подыскивает смарт-часы своему ребенку в 2024 году. Рынок именно детских моделей не такой большой. Много где продаются фуфлыжные часы. Просто красивые внешне, но кривые по работе. И я отобрал 5 детских смарт-часов, в которых точно можно не сомневаться. Они не выключатся в неподходящий момент, четко отобразят расположение ребенка под GPS, без проблем обеспечат стабильным качеством связи. Скажу сразу, в рейтинге не такие бюджетные модели, как можно встретить где-нибудь в Переходе или в местном малоизвестном магазине связи за 1000-1500 рублей. Но за действительно хороший девайс лучше заплатить один раз, чем перебиваться постоянными покупками раз в пару месяцев. Поэтому, если заинтересует цена, можете перейти по ссылке в описании и посмотреть, сколько конкретно будет стоить такая-то модель. Давайте подробнее расскажу о каждой позиции, но перед этим прошу поставить лайк и подписаться на канал. Начинаем рейтинг с Philips W6610. Это самые бюджетные часы в рейтинге, поэтому если нужно уложиться в минимальные деньги, для начала рассмотрите их. Внешне самые базовые детские смарт-часы. Стандартный экран диагональю 1,7 дюйма на IPS-матрице. К нему так особо и не придраться. Картинку показывает яркую, на нажатие реагирует быстро, не зависает, четко отображает сообщения и уведомления о звонках. Меню пользоваться удобно. Лазить по приложениям, принимать вызовы, копаться в настройках. Рамки, конечно, толстые, по глазам бьет, но в целом вообще не самая большая проблема. Главное, что ребенку никаких трудностей не создает. Из полезного для родителей. Поддержка GPS-модуля. Вот его не похвалю. Не то чтобы он сильно глючит и показывает расположение в разных частях города, когда он вроде как сидит рядом с тобой. Но тем не менее, погрешность метров так 30-50 точно бывает. В целом, можно отследить и найти в случае чего без проблем. Также можно и прослушивать, и следить по камере. Конечно, супер детализированные картинки часы не передают, но хотя бы общие очертания. По автономности тут все как у всех. Батарейка стоит на 700 мАч. При всех включенных опциях ее хватает дня на 2 при активном использовании. Не густо, нужно следить, чтобы не остаться без связи. Но если отказаться от каких-нибудь функций, получится вытянуть еще день-полтора. А так, в целом часы подключаются к приложению, настраивается, интерфейс понятный. Вы, как родитель, с этого же приложения получаете всю информацию и контролируете ситуацию. Только симку не забудьте вставить. На 4-м месте. Honor Choice Kids Watch 4G. Тоже простые часы без особого функционала и наворотов. Лишь в некоторых моментах интереснее прошлых Philips. Например, тут чуть больше батарея, на 850 мАч. То есть при желании из часов можно выжать дня 4 без подзарядки. Не то чтобы капитальный апгрейд, но все же. При этом заряд держится дольше за счет экрана. Тут стоит дисплей поменьше, на 1,3 дюйма. Тоже на IPS-матрице, тоже с толстыми рамками. С одной стороны, куда уж меньше, с другой, экономия заряда должна быть экономной. Все-таки на детских часах это острая проблема, а поставить батарейку большим объемом тоже возможности нет. Часы и так вон какие толстые по сравнению со взрослыми моделями. Кстати, корпус влагозащищенный по стандарту IP68, то есть в часах можно мыть руки, ходить под дождем. Купаться само собой не стоит, тут все-таки полностью открытые отверстия для динамика и микрофона. В плане общения часы беспроблемные. Есть хорошая камера, хороший микрофон. Можно созваниваться, все четко слышно и хорошо видно. Разве что где-нибудь в общественном транспорте, конечно, качество в разы падает. Не сильно радует работать GPS. Тут тоже точность не до метра. Разброс может быть приличным, на десятки метров. Из интересного, можно выставлять безопасные зоны, при пересечении которых приходит уведомление. Настраивать это и весь остальной функционал в приложении Kids Watch App. Ну а так как функционала толком никакого, в интерфейсе не запутаетесь. Кстати, забыл сказать, что через эти часы нельзя прослушивать и подглядывать. Имейте в виду этот момент. На 3-м месте топа iMoto Concept. Еще одни простые часы, только немного дешевле Honor. Соответственно, меньше переплаты за бренд. Тут мне сразу приглянулся экран. Большой на 1,85 дюйма. С более-менее тонкими рамками, четкой и яркой картинкой. Да и сам корпус у часов чуть тоньше, чем у прошлых двух. В общем, так внешне уже больше похоже на человеческие взрослые часы. Как раз для тех, кому совсем детские не нравятся. Условно детям старше 6 лет. Правда, такой тканевый ремешок лично мне не очень заходит. Будет быстро пачкаться, да и после мытья рук не сильно-то приятно. Но если уж совсем не зайдет,
подойдет, тут его можно поменять. У прошлых двух позиций не было такой возможности. Тут же вы можете купить любой 20-мм ремешок и легко махнуть. Корпус немного слабее в плане водостойкости. Тут он защищен по стандарту IP65, но все же этого хватает, чтобы снимать часы только при полном погружении в воду, а в повседневной жизни особо не переживать. По автономности есть небольшой даунгрейд. Батарейка стоит на 670 мАч, плюс она питает немаленький экран. Как обещает производитель, держать будет около 4 дней. Но это можно смело делить на 2, если пользоваться GPS, часто звонить или переписываться. Каким-то новым функционалом часы не порадуют. Тут можно все так же отправлять голосовые сообщения, создавать видеозвонки, играться с картинками рабочего стола, пользоваться плеером. В общем, ничего такого, что может отвлекать от учебы. Родителю, по сути, тоже особо не с чем развлечься. В приложении можно выставить безопасные зоны, настроить работу часов, отследить местоположение и тому подобное. Второе место рейтинга я отдал Wondlex KT19 Pro. Вот эти часы тоже оценят скорее дети постарше. Сами посмотрите на их внешний вид. Строгий дизайн, экран с небольшими рамками такой же диагонали, как и у прошлых iMoto. То есть достаточно стильно, как для ученика начальной школы. Это уже неплохо так подкупает. По факту, конечно, больше особо ничего не цепляет. Сам корпус ничем не выделяется. Пара кнопок да прорезиненный разъем для сим-карты. Чтобы влагозащита какая-никакая была. Экран, да, классный. Яркий, четкий, отображает все смски, вызовы, удобные для общения по видеосвязи. Своя камера не очень классная, но тем не менее передает изображение в HD качестве. Поэтому для простого созвона по видеосвязи этого хватит, еще и останется. Ну и к микрофону претензий само собой нет. Кстати, тут есть режим прослушки. Ну и автономность самая базовая. С батарейкой на 900 мАч часов хватит на пару дней использования. Кстати, для удобства в приложении приходит уведомление об окончании заряда. Поэтому вы точно будете в курсе и сможете проконтролировать этот момент. Еще из интересного в приложении есть некий контроль здоровья. Громко сказано, конечно. По факту это просто как отслеживание активности ребенка, поэтому скорее бесполезная функция. В остатке все та же поддержка GPS-модуля для отслеживания маршрута с историей. Настройки безопасных зон, всякие будильники, расписания и так далее. Ну и WhatsApp еще поддерживается. Может быть полезным для общения с бабушкой, например. Да, GPS все так же кривовато отображает местонахождение, но в целом ничего критичного. Ну а вот часы для тех, кто ищет максимальный функционал и качество исполнения. Huawei Watch Kids 4 Pro. Они чуть ли не по всем параметрам интереснее каждой прошлой модели. Во-первых, тут экран сделан на базе AMOLED-матрицы с повышенным разрешением, а это сразу прибавляет картинке четкости, яркости и насыщенности. То есть изображение здесь реально одно из лучших. Очень приятно для глаз, как для детских смарт-часов. Кстати, еще встроен датчик освещенности. Часы автоматически подстраивают яркость экрана так, чтобы глазам было комфортно. Сам корпус может не так строго выглядеть, но обеспечивает лучшую водостойкость по стандарту 5 ATM. То есть с ними можно и в море, и в бассейн, и куда угодно на глубину до 50 метров. Главное после водных процедур отряхнуть часы от воды и включить режим очистки, чтобы они полностью просушились. Отсюда же выплывает возможность использовать часы для тренировки в бассейне, чтобы фиксировать активность, время и так далее. Еще есть режим для других видов спорта, прям как во взрослых часах получается. Из ноу-хау в их корпус встроили LED-подсветку. Она срабатывает в разных сценариях, например, в темноте или во время работы будильника. Плюс есть даже датчик ультрафиолета, который следит, чтобы ребенок не проводил слишком много времени на солнце. Ну и на месте все остальные базовые функции, только GPS-отслеживание здесь действительно распознает местоположение чуть ли не метр в метр, а камера на 5 мегапикселей передает очень четкую картинку в HD разрешении. Так что, по итогу, я бы эти часы назвал даже взрослыми, но с уклоном в детскую безопасность и контроль. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала TechRevizor.